Итак, сейчас мы пообщаемся с Ясоном из Болгарии. Ясон, Да. как ты так Привет. хорошо... Почему ты так хорошо знаешь русский язык? Ну, я так говорю по-русски, потому что когда я маленький был, я ходил в русскую школу. Я учился в русской школе до 5 класса. И там все было на русском языке. Это русская школа для русских детей при посольстве России в Болгарии и потом в Дубае. И У тебя родители русские, да? нет, родители болгары. А почему в русскую школу отдали? Ну, потому что первый год я сначала пошел в первый класс в болгарскую школу, но нам не понравилось, потому что там в болгарской школе образование было не очень хорошее, и мы решили попробовать что-то другое. И я за лето вот так немножко выучил русский с учительницей из русской школы, и потом я повторил первый класс уже в русскоязычной среде. И так, просто первые 5 лет школы я учился на русском. Потом на болгарском, да? Нет, потом перешел в американскую школу и уже учился на английском. На английском. Да, но у тебя почему-то тут английского флага нет. Ну, потому что я не хотел английский флаг ставить. Ты хочешь говорить просто на всех языках, кроме английского? Ну, лучше говорить по-английски, чем не говорить вообще, так Ну что да, я говорю по-английски, когда нет другого общего языка. Ну да. Но стараюсь поменьше. Yeah, the trousers like a magnet. Болгарский похож на русский? Но Русский похож на болгарский? есть скажем? очень много похожих слов, но грамматика у нас совершенно другая. В болгарском нет падежей, в болгарском есть определительный член, вообще... Артикли в болгарском есть, да? Да, есть. Ага. Только у нас они окончания в конце слова называются. И да, языки довольно много отличаются, но и произношение очень сильно отличается. Поэтому многие русские мне говорят, что когда они видят что-то написанное на болгарском, они читают и понимают многие слова. Но когда кто-то говорит, они не могут выловить слова, потому что произношение очень сильно отличается от русского. Понятно. Ладно, давай твой какой-то главный совет в целом, чтобы выучить язык, что надо делать? Чтобы выучить язык? Да. Ну, мне кажется, самое главное научиться думать на этом языке, научиться структурировать свои мысли на этом языке. То есть добиться каким-то таким интуитивным чувством грамматики и структуры языка. И важнее это чувствовать, чем знать правила. И поэтому мне кажется, что лучше всего слушать как можно больше. Смотреть фильмы, слушать музыку, смотреть телевидение, YouTube, что угодно. Да. Но просто стараться привыкнуть к структуре языка и стараться как-то про себя думать на этом языке. И даже если пока еще слова не знаешь и уровень языка низкий, то тоже можешь думать на какой-то смесью языков, вставляя слова из какого-то другого языка, но и меняя их, чтобы они следовали грамматику изучаемого языка. И, например, я сейчас начал немножко учить немецкий, и я про себя иногда думаю немецким порядком слов и немецкими предложениями, но в них вставляю болгарские или русские слова с немецкими окончаниями. Интересный совет. Да. И мне это помогает. Понятно. Спасибо большое. Как сказать спасибо по-болгарски? Благодаря. Благодарю. Но мы еще говорим merci, как с французского. Да, здорово. Это удобнее. Мерси. Да. Почти все говорят merci в Болгарии. Хорошо, спасибо. Ну, спасибо.